Привет! Это выпуск про полуторамиллионный город Самсун в Турции, стоящий на берегу Черного моря, не так уж и далеко от границы с Грузией. Думаю, прогулка доставит вам удовольствие, поскольку мы погрузимся в город подробно. Впереди на канале следуют за ранними выпусками, выпуски из Турции и других городов России, Грузии. Так что заранее подписывайтесь и не пропускайте видео. Начнем с вводных данных. Самсун – город на севере Турции, на побережье Черного моря. Считается столицей турецкого Черноморского региона и занимает особое место в истории современного турецкого государства, так как именно здесь произошла высадка Мустафы Кемаля и его соратников, которая считается началом войны за независимость. Самсун – самый большой город на южном побережье Черного моря и крупный морской порт, который в последнее время старается реализоваться как курорт. География и климат города. Самсун расположен в центре Черноморского региона Турции между дельтами рек Кызылырмак и Ешилырмак. Город протянулся вдоль побережья Черного моря и окружен живописными горами. Климат Самсуна субтропический. Он характеризуется теплым летом и мягкой зимой. При этом летняя дневная температура редко превышает плюс 30 градусов Цельсия. История Самсуна. Самсун имеет древнюю историю. Город был основан в VII веке до нашей эры древними греками и назывался Амисос. Затем поселение процветало под властью Понтийского царства. В I веке до нашей эры Самсун был захвачен римлянами. После распада Римской империи город принадлежал Византии. В Средневековье Самсун являлся одним из важнейших портов Южного Причерноморья. В начале 13 столетия город был захвачен крестоносцами и включен в состав Трапезунской империи. В течение 13 века его неоднократно захватывали сельджуки. В 15 веке Самсун окончательно становится частью Османской империи. Сегодня логистика Самсуна успешно развивается. Самсун имеет собственный аэропорт, включающий частые рейсы из Стамбула и других крупных турецких городов. Также летом сюда можно добраться из некоторых европейских стран, особенно Германии. В Самсуне развито сельское хозяйство, особенно табаководство, пищевое производство, химическая промышленность, машиностроение. Этот город является важнейшим в Турции центром производства медицинских инструментов. На предприятиях города изготавливают более 16 500 наименований инструментов. Самсун можно назвать городом здоровья. Медицине и ее развитию здесь уделяют особое внимание. И это не только медицинские производства и клиники, но и университеты, где готовят высококлассных врачей. Пациентами медицинских учреждений Самсуна все чаще становятся европейцы, жители Грузии и Саудовской Аравии, выбирающие высокое качество лечения при более низких ценах в сравнении с медицинскими центрами Израиля и Европы. Это я передаю суть нашего общения с представителями клиник Самсуна. Власти Самсуна и медицинские учреждения города готовы лечить и россиян, обещая разработать комплексные программы, включающие не только обследование и лечение с предоставлением переводчика, но и перелет, проживание, питание и экскурсии.
Но давайте разберемся, что самое интересное в Самсуне и зачем ехать в этот город. Чтобы быть объективным, я задал эти вопросы не только себе, но и другим. И от специалистов я получил следующие ответы. Во-первых, это близкое и недорогое направление, если вы хотите. Первое – увидеть совершенно другую, чем в Анталии и Стамбуле Турцию, живущую для себя. Второе – гарантированно отдохнуть от соотечественников. Третье – встретить восход солнца над Черным морем. Четвертое – наделать тосканских фото без Шенгена. Пятое – надежно спрятаться от фанатов и коллекторов. По последнему я, конечно же, шучу. Но вот по части природы нет. Вокруг Самсуна восхитительная природа. На нее можно выбираться хоть каждый день, под вечер возвращаясь обратно в город. Оказавшись в Самсуне, обязательно надо съездить в каньон Шихинкая, чтобы увидеть красоту, созданную природой. Настоящая Южная Норвегия. И в заповедник птиц дельты реки Кызылырмак, где можно не только наблюдать за птицами, но и рыбачить. Нужно ехать в Амасию, конечно. Там история, культура Османской империи, музеи. Это есть и внутри самого города Самсун. В самом городе я бы отметил такие места, как церковь и старинную мечеть Буюк-Джами. Также на набережной стоит музей «Корабль Ататюрка». Отметил бы Гази музей истории и археологический. Променад вдоль моря в Самсуне самый длинный в стране. Лучшие заведения для того, чтобы вкусно поесть, находятся в Атакуме. Это вообще самый развитый и наиболее современный район. Разница между ним и остальным городом мне, например, сразу бросилась в глаза. А что касается особенностей, их много. Например, нужно знать язык, и туристу тоже. Бытовой минимум обязателен, никто не будет пытаться вас понимать. Люди открытые, но консервативные. Что касается еды, в Самсун Пиде всем известно, что лучшее подают в ресторане Амисос. Здесь едят много орехов, а фрукты не популярны у местных. Но главная особенность Самсуна – это погода и климат, о которых можно написать целый роман. Очень частые дожди, погода меняется иногда до 5 раз в день. Возможно, поэтому считается, что местные жители – одни из самых сильных и здоровых, климат закаляет. Кроме того, Самсун может быть отправной точкой для путешествия в Каппадокию, куда хотят попасть многие путешественники. Продолжительность пути из Стамбула в Каппадокию на автобусе составляет 11 часов, из Самсуна – 8 часов, что уже приятнее. На мой взгляд, основываясь на состоявшейся поездке и полученной дополнительной информации, путешественник, приехавший в Самсун, может составить программу поездки продолжительностью в неделю и даже больше с учетом выездов из города. И программа эта может быть интереснейшей. Стамбул уже изведан многими путешествующими соотечественниками, а Самсун – это возможность увидеть другую Турцию. И что важно, за приемлемые деньги. Здесь недорого.
История города Самсун. Начнем мы кратко с античности. Город Амисос был основан древними греками как одна из колоний Понта у Черного моря в середине VII века до нашей эры на стратегически важном участке южного побережья. В месте, откуда вела практически единственная в то время дорога от побережья на взгорье, вглубь страны к городу Амасии и к Средиземноморью. Некоторое время город, вероятно, носил название Пиера, что отражено у античного историка Страбона, а также отражено на древних монетах, которые были найдены на раскопках. Город входил в состав Понтийского царства. В 71 году до нашей эры город был завоеван римским полководцем Помпеем и присоединен к Римской империи, позже был важным экономическим и культурным центром Византийской империи. История города Самсун в средние века. В Средневековье город входил в состав Византийской империи и был главным портом провинции Армениак. С 1180 года по 1204 год город находился под властью турок-сельджуков. После ее захвата крестоносцами в 1204 году стал вторым по значению городом Трапезунской империи. В XIII-XV веках существовало два расположенных рядом города – греческий Амис и турецкий Самсун. В Трапезунскую империю город входил в начале XIII века, затем по 1261 год вновь был в составе мусульманских государств, Румского султаната и Синопского эмирата. С 1280 года до 1441 год здесь также находились генуэзская фактория и замок под названием Семиса. В XV веке город окончательно переходит к Османской империи, что повлекло за собой исламизацию и тюркизацию города. Население города Самсун. Несмотря на пестроту национального состава Анатолии, в Самсуне вплоть до конца XV века жили преимущественно греки-понтийцы и армяне, а основной религией было христианство. Языком общения были греческий и армянский языки, у армян были свои кварталы внутри старого города и 35 деревень в городском округе. В Самсуне и его окрестностях действовало 40 армянских церквей. С 15 века усиливается присутствие тюркских племен, начинается исламизация региона и усиленная тюркизация греков и армян, завершившаяся погромами последних в 1897 году. Во второй половине XIX века на побережье прибыло значительное количество черкесов, изгнанных с Западного Кавказа, историческая Черкесия, после их поражения в Кавказской войне. Со временем в Самсуне и его окрестностях сформировались многочисленные кварталы и поселения потомков мухаджиров. В 1890 году в Самсуне проживало 22 тысячи армян. Однако вследствие погромов 1895 года и последующей вынужденной миграции в прибрежные черноморские районы Российской империи их число значительно сократилось. В 1912 году в городе и районе проживали греки, примерно 73 тысячи человек, мусульмане – 40 тысяч человек, армяне – не более 1 тысячи человек. Население города растет быстро. В 1970 году в городе проживало уже 134 тысячи жителей, а в 2007 году около 440 тысяч. На 2021 год в городе проживало около 650 тысяч человек, а в агломерации более 1,5 миллиона человек. Основной язык населения – турецкий, используются также черкесский, английский, русский и другие языки. Экономика города Самсун сегодня. Город имеет смешанную экономику. Самсун – крупный порт на берегу бухты Черного моря.
В 1973 году грузооборот составляло около 1,5 миллиона тонн. Экспортируется в основном табак, зерно, шерсть, фрукты. В начале 20 века Центральный банк Турецкой Республики финансировал строительство гавани. Перед строительством гавани корабли должны были стоять на якоре, чтобы доставлять грузы примерно на расстоянии 1 мили или более от берега. Торговля и транспорт были сосредоточены вокруг дороги в Сивас и обратно. Частный порт, находящийся в центре города, занимается перевозкой грузов. В том числе ходят паромы в Новороссийск, в то время как рыболовные суда высаживают свои уловы в отдельной гавани немного дальше на восток. В восточной части города строятся суда. Автодорожные и железнодорожные грузовые соединения с Центральной Анатолией могут использоваться как для отправки внутри страны, так и сельскохозяйственной продукции, окружающих хорошо орошаемых земель, так и плодородных земель, а также импорта из-за рубежа. Производство в городе Самсун. Между городом и аэропортом есть зона легкой промышленности. Основными выпускаемыми изделиями являются медицинские приборы, как я упоминал уже ранее, и изделия, мебель, например, древесина импортируется по всему Черному морю. Табачные изделия, хотя табачное производство в настоящее время ограничено правительством, химические и автомобильные запасные части. Мучные предприятия импортируют пшеницу с Украины и экспортируют часть муки далее по стране и миру. Торговля в городе Самсун сегодня. Бывшая табачная фабрика в центре города была преобразована в торговый центр. Также ведется активное строительство новых торговых точек. Есть новый аэропорт. Сейчас власти активно работают над привлечением туристов в данный регион, строятся новые гостевые частные дома, гостиницы, оборудуются пляжи. Как так сегодня выглядит город Самсун? Benden çok memnun olduğunu da dile getirdim. Ну а на этом мы будем прощаться с вами. Обязательно оцените данное видео, рекомендуйте его своим друзьям и пересылайте друг другу. Это поможет видео лучше ранжироваться в поиске YouTube. Ну и как всегда оставляйте свои комментарии под видео, обязательно напишите, как вам понравился или нет город Самсун, те районы, в которых мы гуляли в целом. Что думаете о турецких городах? Не забывайте посмотреть видео из Стамбула, Трабзона и Батуми. А также уже готово свежее видео из Тбилиси. Переходите на канал и посмотрите. А мы обязательно увидимся в новых выпусках на канале уже вскоре. Обязательно подписывайтесь и ставьте свои оценки. Увидимся!